Доброе утро. Доброе, светлое, замечательное утро. Очень рада пойти с вами на прогулку. Переворачиваемся. Вот утреннее солнце. Вам видно? 8 часов утра. Германия. Райланд-Фальц, вулкан Айфель. Было пасмурно с утра, а сейчас выглядывает солнышко. Ночью было плюс 14, а днем обещают 25, кажется. Вот оно, солнышко, вот. Пробивается. Вам видно? Я надеюсь, вам видно. Какое же это завораживающее зрелище. Да. У нас есть один посетитель. Очень надеюсь, что люди подтянутся. Мои постоянные попутчики по прогулкам. Такая тишина. Ну вот сейчас чуть-чуть задул ветер. Но на самом деле тишина изумительная. И еще раз солнышко сквозь деревья. Пойдемте. Пойдемте. Горизонтальный кадр у меня опять не получился, к сожалению. Ну уж как есть. Как есть. Можно часами смотреть, это медитация. На лес, на солнце. Появляются пользователи, гости. Пользователи. Появляются гости, очень рада. Приходите, будем гулять вместе. Лес моими глазами. Прекрасное утро. Воскресное. Добрый день всем, кто присоединился. Очень рада. Пойдемте гулять вместе. Абсолютно замечательная погода. Надеюсь, что здесь будет стабильный интернет, потому что я сегодня пришла в новое место. Может быть, немножко посидим? Вам слышно? Слегка ветерок и солнце. Вон там. Конечно, это чудо. Вот такой лес рядом. Сплошное удовольствие. Думаю, что мои прогулки с удовольствием смотрят люди, у которых рядом нет леса. Да? Которые не видят этой красоты, к сожалению. Например, в большом городе или в пустыне. Вот у нас почти неделю была сильная жара, и я просто прочувствовала, как это тяжело. Очень сухой воздух. Давайте посмотрим папоротник поближе. Вот мой рост 1,68 м. И папоротник выше меня.
Да, выше меня, вот я тянусь к нему. Конечно, все сильно подгорело. Вообще-то мох, как одеяло. Это правда. Когда у нас начинается период дождей, в лесу такая влажная, чудесная. О, привет, привет. Кто-то там брат, Оби брат. Здравствуйте. Очень рада, что вы пришли, что вы гуляете со мной. Это приятно. Давайте с вами пообщаемся. Вы откуда? Вы географически откуда? Вам нравится наш лес? У вас хорошая картинка или размытая? Пожалуйста, кто-нибудь ответьте мне. Ну, я надеюсь, что хорошая. Солнце сегодня не так активно. О, из Узбекистана. Понятно. А у вас есть лес рядом, пошагово, как у меня? Если есть, то какой? Вот у нас, вот, видите, смешанный. Хвойный и лиственный. Вот здесь хорошо виден мох. Картинка классная. Спасибо вам. Я очень рада. Вы не ответили, у вас лес есть? Вот я прожила много лет в Сибири. Там хвойных лесов в моем регионе не было. Только лиственные. Там совершенно другой климат. У нас лес почти такой же большой, как наш. Да ну, так, бывший. Добрая женщина. Удачи вам в дальнейшем. Можно... Спасибо вам большое. Всегда так приятно, теплые слова. Понимаете, люди, не все, далеко не все могут заметить красивое, да? Просто пройдут мимо. Бывает так. Может, они заняты, может быть, они несчастливы в этот момент. То есть они замечают, есть такие, которые замечают красоту, а еще и такие щедрые душой, они скажут об этом человеку, который это, ну, старается создавать. Погода, как у вас. Это замечательно. Это прекрасно. Это отлично. Вот смотрите, солнышко сквозь деревья. Да, за последние полгода лучшее, что я сделала в жизни, это создала YouTube-канал. Это правда. Я много сделала хорошего в жизни. Прошу вас заметить. Это правда. Я много хорошего сделала в жизни, но за последние годы лучшее, что я сделала, это YouTube-канал. Это правда. Вот зачем я хожу, гуляю с телефоном? Да? У людей вопрос возникает. Ну, потому что я все равно гуляю сама, да, и если кто-то гуляет вместе со мной, вот много же разных людей, которые не видели такого леса, у которых нет возможности выйти, да, они гуляют вместе со мной. Вам не страшно одной? Нет, нет, конечно, нет. И совершенно безопасно. Абсолютно безопасно. Да, в прошлую мою прогулку нам встретилось две косули. 2 раза косуля. Не знаю, может, одна и та же. Да, здесь есть дикие кабаны, лоси.
Здесь есть лисы, даже волки есть. Ну, я, конечно, ни разу не видела. Смотрите, какие заросли папоротника. Совершенно не страшно. Лес – это более безопасное место, чем центр города, например. Медведей у нас точно нет. Спасибо большое, развеселили. Давайте в эту сторону заглянем. Извините за резкие движения. Скажите, пожалуйста, картинка не размытая? Ну, это я почему спрашиваю? Потому что зависит от густоты леса. Если лес слишком густой, то картинка может быть более размытой. Вот здесь совершенно светлое пространство над головой. Поэтому здесь картинка должна быть изумительной. Вот так. Как замечательно пахнет хвойным лесом, деревьями вот этими спиленными. Ё-моё. Правда. Вау, какой запах, а? Вот как все-таки природа гениальна. Как вот это все само по себе растет, без какого-то дополнительного контроля. Здесь, в Германии, хорошо следят за лесом. Они оставляют его диким, несмотря на то, что у них везде идеальный порядок. Но лес они оставляют диким. У каждого есть злость, злоба, только надо знать, уметь ее оставить на место, что немногим суждено, факт. Нет, злость это вообще плохо. Злость съедает тебя самого. Это, знаете, как нести мешок с камнями за плечами. Ты же сам от этого и страдаешь. Злость это... И причем это зависит только от тебя. Да? Ты можешь эту злость оставить в покое, больше не обращаться к ней. Ну вот, что значит отпустить? Добрый день всем. Буду очень рада. У нас с мужем канал «Сад, тишина и природа вокруг». У нас очень много интересного, полезного. Также мы регулярно ходим на прогулки. Ну да, вот когда начинаются призывы подписывайтесь, ставьте лайки, меня всегда это первую раздражало. Но существуют законы, законы, которые не мы придумали, которые надо уважать. А закон заключается в том, если ты не пригласишь человека, он и не придет подписаться. Все предельно просто. Высочайший папоротник. Богатейший папоротник, надо сказать. Как тропики. Вот эта вот картинка чудесная. Вот эти складирования бревен. Это прямо можно смотреть и медитировать. Пожалуйста, кто зашел, напишите, у вас картинка размытая или довольно четкая. А, это другой человек написал про злость. Про медведицу. Это вот брат. Буду вас коротко называть брат. А про злость даже не знаю кто. Как-нибудь ответьте мне, пожалуйста. Вам интересен этот стрим? Это нравится вам прогулка? Просто и честно. Нравится или нет? Пойдемте дальше. Какую тему подхватим дальше? Ну вот показывает, что 0 посетителей. То ли связь пропала, то ли я осталась одна.
сегодня на прогулке. Нет, связь пропасть не может, потому что здесь открытое небо. Класс. Класс. Вот в таких избушках, или как это назвать, егерь сидит и отстреливает животных. Да, животных здесь тоже отстреливают. Но я убеждена, что люди, кто это делает, они компетентны, они знают, что они делают. Я не берусь судить об этом. Напишите, пожалуйста, связь есть или нет. Посмотрите, какой папоротник. Вау. Вау. Ну, вот так вот вглубь леса я бы, конечно, не рискнула пойти. Нет, хотя мы прекрасно ходим за грибами. Вот сейчас буквально август-сентябрь начнется грибная пора. Столько много белых грибов я в своей жизни не видела. Это правда. И это так азартно, это так приятно. Собирать грибы. Давайте вглубь леса еще посмотрим. Скажите, пожалуйста, картинка размытая или нет? Я думаю, что нет. Давайте вот сюда посмотрим. Какая тишина, вау! Какая тишина! Папоротник. В лесу в это время, ну вообще в летнее время, опасно из-за клещей. Да, это действительно опасно. Нужно очень внимательно проверять себя после прогулки на предмет клещей. Это может быть опасно. Да, ну, везде есть свои минусы и плюсы. И тем не менее, я бы никогда не отказалась от прогулок по лесу из-за того, что здесь клещей нет. Я бы не отказалась. Это истинное удовольствие гулять по лесу. Это правда. Это правда. Воскресенье утро. Посмотрите, вон там в лесу солнце падает на стволы. Вот такое солнце придает объем картинке. Картинка. Вот сейчас она более плоская, потому что солнце исчезло. Пойдемте в обратную сторону, потому что у меня такое чувство, что интернет там дальше пропадает. Отвечу, не стесняйтесь, вы добрая женщина, счастья, здоровья в дальнейшем. Ну, как вам сказать, что значит не стесняйтесь? Наше поколение, вероятно, всегда будет стесняться перед камерой. Ну что, не стесняться, но чувствовать себя не совсем естественно, что ли. Или, надо сказать, немножко напряженно. Вот уже поколение даже моих детей или моих внуков, они совсем другие. Они с включенной камерой, как без включенной, как с без камеры. Ну, добрая женщина, это вообще приятно слышать. Спасибо большое. Почему вы так решили, что я добрая? Конечно, здоровье в дальнейшем. Спасибо. Вот здоровье – это вообще самое-самое важное. Почему? Потому что если человек не здоров, то все остальное, и прогулки, и каналы, не Надо же, второй человек написал, что я добрая женщина. Интересно, как люди это считывают и почему они так думают. Ну, я рада. Я рада. Я очень рада. Пойдемте гулять вместе.
Пожалуйста, задавайте тему, о чем бы вам хотелось поговорить. Ну, повторяться не буду. Вы добрая женщина, женщина с характером. Странно, да? Люди почему-то думают именно так. Ну, видать, я такие флюиды издаю в пространство. Посмотрите, как чудесно. Вот они режут этот лес по толщине и по длине. Да? Вот самую толстую часть отрезают, потом отрезают среднюю и потом самую мелкую. Ну, сортировка, так сказать. Спасибо большое, спасибо. Расскажите немножко про себя. Вот Такен X. Вы откуда? Вот первый человек, который писал комментарий, он из Узбекистана. А вы? Вы откуда географически? Пожалуйста, давайте посмотрим мох на дереве. Давайте. Мох всегда с северной стороны. Южная сторона деревьев всегда более богата ветками, цветами. Это все знают. Вот так приятно в такой абсолютной тишине. Вот тишина леса, да? Тишина леса. Это тишина леса или это шум леса? Шум леса почему? Потому что, слышно, птицы, чуть-чуть ветки колышутся, чуть-чуть ветерок. Все просто. Что проще некуда. Со стороны виднее. Согласна с вами. Согласна. Со стороны людям сразу. И потом каждый человек имеет опыт общения с людьми, который сразу ему подсказывает. Сразу подсказывает, что за человек рядом. Слышно вам, как птица кричит? Вот если бы мой муж был бы на прогулке, он бы точно сказал, как зовут эту птицу. Я, к сожалению, не знаю. Слышно? Ответьте мне, пожалуйста, вам слышно, как птица иногда кричит? Вау, вау, вау. Очень рада всем, кто присоединился. Мы гуляем по лесу вместе. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал. Мы гуляем регулярно. Пойдемте немножко попробуем зайти вглубь. Я боюсь, что картинка размоется. Ну, попробуем. О, я нашла ягодку, клубничку. Вот. Земляничку. Если картинка пропадет, вы, пожалуйста, мне напишите, хорошо? Да, шум, звуки приятные, когда лес шумит. Кажется, особенно птицы. Привет! Привет, новые присоединившиеся гости. Напишите, пожалуйста, спасибо за лайк. Напишите, пожалуйста, географически, вы откуда? Айдана про Блокс. Говорит, привет. Вам нравится наша прогулка? Вам нравится наш лес? У вас есть такой же лес? Может быть, лучше? Посмотрите, какая гора. Она все равно отвалится. Ой, как чудесно поют птички. Какая тишина и красота вокруг. Если вы будете гулять с нами вместе, мы будем только рады. Вам всегда лайк, доброй женщине. Спасибо.
Вы откуда? А вы откуда? Этот лес – это вулкан Айфель, Германия, Райнланд-Пфальц. Я вначале говорила, да? Напишите, пожалуйста, вы откуда. Вам слышно, какая тишина? Некоторые не могут выносить тишину. У меня знакомый был, он говорил, я так с ума сойду, она мне давит на уши. И я как раз наоборот. В тишине я как будто в другом измерении. Это правда. Ну, вулкан Айфель был раньше, когда-то. Здесь все в камнях. Неважно, издалека. Неважно. Окей. Если значит, будем молчать. Пойдемте на дорожку. Сейчас дойдем до скамеечки, посидим чуть-чуть. Видите, какое. Да? Ну какая прелесть. Ну как вот так можно идеально все создать? Я уже не говорю про человека, а про природу. А вам сколько лет? Мне? Мне много. Мне не хочется отвечать на этот вопрос. Спасибо большое за лайк. Спасибо. Почему вас интересует, сколько мне лет? Вам нравится мой лес? Пожалуйста, Айдана, ответьте мне, пожалуйста. Вам нравится мой лес? Если вам нравятся прогулки со мной, с нами, подписывайтесь на наш канал. Приходите снова, мы гуляем регулярно. А вам сколько лет? Не знаю. Для Такен нету, что откуда красивый или нет. Все красивые. Куда бы, кто бы, ниоткуда. Это правда. Некрасивых людей не бывает. Знаете, вот скажем, например, морковка красивая, свекла некрасивая. У каждого свое предназначение. Морковка такая, свекла такая. Такой человек один такой, другой совершенно другой. Каждый индивидуален. Боже упаси с кем-то конкурировать, примиряться, с кем-то мериться интеллектом, не знаю, добротой, не знаю, красотой. Нет. Ну, такой, какой меня природа создала. Видите, природа не ошибается. Она насотворяла столько вот лес, каждую травинку. И меня создала. Меня, женщину. Правда классно? Лес чудесный. Очень жаль, что картинка не горизонтальная. Искренне жаль, потому что, ну, на экране дисплея, телевизора было бы, конечно, гораздо красивее. К сожалению, у меня не всегда получается горизонтальная картинка. Некоторые сообщения не пропускает модератор. Но если там политический мотив или оскорбление, то модерация не пропускает. Да, стопудово. Такие, как есть, и не надо прыгать выше головы. Правильно. Ой, прыгать выше головы, это я называю стоять на цыпочках. Стоять на цыпочках. Казаться чуть выше или чуть красивее. Не, на цыпочках долго не простоишь. И почему-то навяленное мнение социумом, наверное, что как будто ты всегда немножко недостаточно хорош. Вот кто-то другой, да. Посмотрите, опять солнце пробивается через, ну, не очень. Как бы нам бы надо дождя. Я бы так хотела, чтобы у нас прошел хороший дождь. Очень хотела бы. Его здесь явно не хватает.
Посмотрите, какая прелесть. Удачи. И вам удачи. Спасибо большое. Приходите, пожалуйста, к нам еще. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. Будем гулять вместе, будем общаться. Это же очень интересно. Представляете, вот на стрим придет человек из Узбекистана, из Сибири, из Канады. Да? Но это классно. Как хорошо, что в нашей жизни появился интернет и такие возможности. Возможности гулять вместе, смотреть на лес моими глазами. Вот здесь мы уже были. Простите за резкие движения. Посмотрим еще раз. А у вас есть подписчики? Есть подписчики? Конечно, есть. Да, у меня их прибавляется в последнее время. У нас канал про сад. У нас такой замечательный, красивый сад дома, который мы разбили с мужем всего 4 года назад. Но он уже такой красивый. И мы надеемся, что он дальше будет искренне нас радовать. Да, у нас 13 сортов роз. У нас гортензии. Спасибо, подписывайтесь, будем рады. Магнолия, рододендроны, камелии, вишня, черешня, слива, яблоня. Да, лилии. Морозник. Какой у меня красивый морозник. Ой, глициния. Глициния. Кто любит так же растения, как и мы с мужем, тот меня поймет. Я буду рада. Я буду рада, если вы подпишетесь, потому что гулять вдвоем всегда веселее. Не, иногда приятно просто прийти помолчать. Да? А вот и наша скамейка. Сейчас мы посидим. Вам слышно, какая тишина? Она же просто изумительная, просто восхитительная. Подождите, сейчас покажу вам шишку. Вот она. Видно? Представляете, как природа все создает? Ну, невероятно. Невероятно. Вот захочешь создать что-нибудь, вряд ли так получится идеально. Это правда. Очень много людей присоединилось. Добрый день, рада вам. Присоединяйтесь, мы гуляем регулярно по лесу вместе. Кто не подписался, пожалуйста, подпишитесь. Такая шишка изумительная. Ну, некоторым людям это не кажется чем-то необычным, изумительным. Не кажется. Но много людей, которые разделяют мою любовь к лесу, к саду. С вами не буду гулять. Уже влюбился. Втягиваться вы очень добрая и, соответственно, красивая. Спасибо. Ну, комплиментов еще наслушалась сегодня. Невероятно. Спасибо, большое спасибо. Да, мне очень приятно, что вы... Ой, подождите, опять солнце выглядывает сквозь. Солнце, вы когда-нибудь задумывались о том, какую роль вообще в жизни планеты, Вселенной, нашей Солнечной галактики играет Солнце, да? Вау. Нет, оно сегодня так между туч. Ну, это и хорошо, потому что Солнце палит в последнее время нещадно, и так это тяжело. Мы не привыкли, нам это не тяжело. Люди где-то в других странах, в жарких странах привыкли к этому, а мы нет. У нас очень много кислорода, у нас очень влажный воздух такой, насыщенный влагой.
пыли у нас тут почти нет. Это правда. Ну, как вам сказать? Видать, а природа-то не ошибается, да, если мы помним. И ранее военный морского флота. Ну, уважение вам, респект. Да, потому что военный морского флота серьезная вещь. Это правда. Я очень много лет работала в образовательном учреждении. Потом у меня экономическое образование. Но, по большому счету, я сделала в жизни ошибку, потому что мне надо было учиться на ботаника, потому что растения – это наше все. Это то, где я могу забыть себя, забыть сколько время, только голод показывает, что пора бы пойти поесть. Я могу трудиться в саду или делать экибаны часами напролет. Ну вот сегодня у меня опять собеседники. Новые собеседники. В прошлый раз был Александр Сашка, Тамара, мистер 94, кажется. Простите. Вот здесь тоже очень фантастично. Я думаю, что здесь нет связи, потому что здесь деревья полностью смыкаются. Это делает помехи, и связь ослабевает. Ну, на самом деле, похоже, нам надо прощаться. Вот здесь покажу вам еще. Такой пролесок и солнце на заднем плане. Но не солнце, а светлее. Нет, здесь, наверное, связи нет. Ну, как есть. Сейчас выйду на более светлую часть, и, вероятно, связь вернется. Надеюсь, что мои попутчики не убежали. Я бы огорчилась. Служил мне ее мало в Североморске, но не на Тихом, тяжелой. В каком звании вы не написали, в каком звании вы служили? Я не поняла. Приходите, пожалуйста, на следующий стрим. Пожалуйста, я вас буду ждать. Я вас запомнила. Такен X. Буду вас ждать. Пожалуйста, приходите, пообщаемся опять, погуляем. Это здорово, что есть такие возможности. Согласитесь. К сожалению, здесь плохая связь. Ну вот здесь, наверное, получше. В Североморске. Неплохом. Вы добрая, спасибо. И вам спасибо. Авианесущий крейсер. Ну, я, к сожалению, далека от таких крейсеров. Мало в этом понимаю, правда. Я больше в розах, например. У меня в этом году была звезда Ютуба. Роза перенял домино от Розентантау, селекционер. Вау! Это
был триумф. 60 тысяч, 59 с небольшим просмотров и кликов. А сколько комментариев, сколько комплиментов. Ой, я не ожидала. Ну и у меня на сайте стоят эти ролики. Если вдруг кто-то, кому-то интересно, пожалуйста, посмотрите. У вас есть качества, что, к сожалению, у многих нет. Например, какие? Ну, такен, да? Такен. Как бы мы замечаем качества в другом такие, какие в нас. Это закон. Знаете, закон зеркала. Вот как будто ты стоишь, а вокруг тебя большое зеркало на 360 градусов. Все, что ты видишь, чувствуешь, это отражается из тебя. Вы мне верите? Не верите? Проверьте. И если ты собираешься как бы грязную мордочку почистить в зеркале, то ты неправильно делаешь. Грязная мордочка у тебя. Мир – это зеркало, которое отражает нас самих. Если мы сердимся, если вокруг нас все сердитые и нас раздражают, значит, мы внутри такие. Мы не замечаем этого, потому что большую часть жизни мы неосознанны. Мы в голове, в мыслях. А жизнь – это то, что есть здесь и сейчас. Если вы согласны со мной, напишите мне об этом. Вот по этой тропинке мы гуляли сегодня. Вы слышите, какая тишина? Невероятная. Да как же мне это приятно, как же мне это нравится. Немножко темноватая картинка, видимо. А вот наша церквушка уже всем знакомая. Пойдемте к ней. Ну вот здесь, вот, например, по этой тропинке было бы очень здорово прогуляться. Но там смыкаются деревья. Доброта и отношение к людям. Я знаю, что вы добрая. По простой не поделитесь. Просто так от фонаря. А в доме же такое с кем не бывает. Но с кем не бывает, согласна. Бывает с нами всякое. Вы сегодня прямо наговорили мне много хорошего. Я очень благодарна. Спасибо вам. Особенно приятно, что вы гуляли с нами, со мной. Да, приходите в следующий раз. У меня всегда есть анонсы. И вы будете знать, если у вас есть время, желание, пожалуйста, приходите. А сейчас мы будем прощаться. До свидания. Спасибо большое. Приходите в следующий раз. Подписывайтесь на канал, если не подписались. Возвращайтесь к нам. Буду вас ждать. До свидания. Завершить.